И всем снова здравствуйте. Мы находимся на тест-сервере, и речь пойдет про то, какие же вещи нам передавать. Я имею в виду вот этот вот бесконечный сундук. Сейчас мы находимся в такой ситуации, да, что 7 апреля у нас начнется 6-й сезон. И много игроков, да, и с первого сезона, и со второго, и с третьего, и с четвертого перейдут сразу в 6-й. У нас не так давно изменилась механика переноса вещей. И теперь, если мы переносим тот эффект, который недоступен в том сезоне, в который мы переходим, теперь мы этот эффект будем выбирать из тех, которые доступны в том сезоне, который вот у нас начнется. Это у нас будет 6-й сезон. Это значит, что мы сможем выбрать любой доступный в 6-м сезоне эффект, и, естественно, мы выберем тот, который наиболее сильный. При этом характеристики у нашего снаряжения останутся те же, что и были у того, который мы сюда положили. Это значит, что если, допустим, я ложу эту вещь, да, сюда, и тот эффект, который я сюда положил, недоступен в этом сезоне, то мы, когда будем ее вытаскивать, мы выберем эффект из тех, которые доступны в сезоне, и вот эти вот характеристики у нас останутся такие же. Какие эффекты у нас доступны в 6-м сезоне? Давайте посмотрим. Для верхов, то есть для верхнего снаряжения, то есть это у нас шлем либо оружие, у нас доступны вот этот привычный нам эффект, мы его уже все знаем. Потом вот этот вот эффект, бублик, я его называю, тоже он доступен в 6-м сезоне. И новый эффект, который мы будем добывать в излучине фей с сундуков. Вот такой вот эффект сильный, да, при нанесении критического удара урон увеличивается на 2%, максимум 10 зарядов, то есть целых 20% увеличения урона. Но при этом мы должны постоянно критические удары наносить, что в принципе не сложно, если у нас 100% крит шанс, как, например, у разъедания мы делаем, также мы делаем для неустрашимых, также мы делаем для ледяного взрыва, то есть, да, эффект хороший. Еще будет доступен новый эффект вот такой вот. То есть теперь у нас герои, которые играют через просвещенность, смогут еще и лучше жить за счет увеличения защиты. И при этом еще больше наносить урона за счет того, что еще и просвещенность будет добавляться. То есть не просвещенность, а атака. Для низов, то есть для нагрудника и для перчаток у нас доступны вот такие эффекты. И самый сильный из них — это, как всегда, увеличение урона по разлому. Вот этот эффект послабее, он ситуативный для тех случаев, когда у противника много защиты. Такое бывает достаточно редко. Вот этот неплохой эффект на 20% атаки при получении усилений. Также такой же эффект, вроде бы красный для ДД, но он такой эффект поддержки. Видим, что увеличивает на 12% урон носителю и союзникам в радиусе одной клетки. Также еще сильный эффект, вообще у нас здесь в 6-м сезоне достаточно много эффектов будет доступно. Еще один сильный эффект: при нанесении урона носителям каждый негативный эффект на цели увеличивает урон на 5 до 5 эффектов, то есть 25% увеличения урона. И что же я предлагаю делать с сундуком сейчас, независимо от того, какой у вас сезон. Пускай будет это 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, неважно. Ну а прежде чем продолжить, давайте сделаем кое-какую паузу. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Я вам предлагаю вложить в сундук целый набор для одного ДД. Максимально, хорошее снаряжение для одного ДД. Не 2 перчатки там, допустим, либо 2 нагрудника, да, то есть не делать 2 комплекта, а положить 1 комплект, но полный. Для той команды, которую вы будете использовать в 6-м сезоне. При этом я рекомендую, я так буду делать просто-напросто сам. Я рекомендую ложить те эффекты, которые у нас недоступны в 6-м сезоне, чтобы мы могли уже в 6-м сезоне их выбрать. С той лишь оговоркой, что если у вас один из сезонов, где доступен вот этот вот эффект, то смело можете его переносить. Если, конечно, у вас хорошие здесь характеристики, если делали вы его в кузнице, его можно переносить и ничего потом не менять, потому что это один из самых сильных эффектов. При этом второй эффект вот для низов, то есть для нагрудника либо для перчаток, вы уже сможете выбрать в 6-м сезоне. Один из сильных эффектов здесь это вот этот вот, но еще лучше, я имею в виду на 20% атаки. Но мне кажется, вот этот новый эффект на 25% увеличения урона, он будет еще лучше. Поэтому один из предметов
Если у вас вот такого нету, то тогда 2 предмета ложите сюда, то есть нагрудник и перчатки, с теми эффектами, которые здесь в 6 сезоне недоступны. Тогда вы сможете выбрать и вот этот, и, допустим, вот этот вот эффект на перчатки или либо нагрудник. Для верхов здесь у нас 2 сильных эффекта. Это у нас вот этот вот на увеличение урона при критических ударах, я считаю, самый лучший здесь эффект. Ну и второй, я думаю, что можно взять либо вот этот бублик, либо вот эти кинжалы, которые у нас атаки. В зависимости от того, какие у вас есть параметры на снаряжении. Если у вас есть уже бублик хороший, то смело ставьте его. А, допустим, на второй слот, верхний, ставьте тот эффект, которого не будет в 6 сезоне. И тогда, я вот, правда, кстати, не знаю, нам дадут выбрать вот этот эффект, либо нет. Потому что этот эффект выбирается с сундуков и излученных фей. И дадут ли нам его выбрать, я вот честно не знаю. И давайте уже посмотрим вживую, на реальных условиях, да, какие у нас здесь эффекты пользуются наибольшим спросом в Китае, уже в текущем 6 сезоне. У нас вчера здесь закончилась лига, я ее показывал, но давайте посмотрим. Здесь у нас как раз удобно 4 школы в топе задействовано, и для каждой школы можно посмотреть эффекты. Ну, как я и сказал, вот эти 2 эффекта выглядят наиболее сильными. Здесь 25% увеличения урона, здесь 30%. И бублик. Самый лучший вроде бы эффект для верха, и вот этот вот на критический, точнее на увеличение урона от критических ударов. И что я могу сказать? У нас все команды, все самые сильные команды, кроме, наверное, разъедания, они завязаны на одном ДД, которого мы одеваем максимально в урон в самое лучшее снаряжение. Именно поэтому я предлагаю вам передавать в этот сезон целый комплект. Не 2 комплекта для кого-то там еще, а именно целый для вашего главного ДД. Это у нас может быть Лильванис, это у нас может быть Тареся, если вы будете ее выбивать. Это у нас может быть Живиньев. И кто там у нас еще? Дурем, допустим, да? То есть для всех мы максимальное снаряжение передадим. Потому что видим, что Линкас вспомогательное снаряжение, Дианта вспомогательное снаряжение. Понятно, что танк тоже вспомогательное снаряжение, и, соответственно, Анализис, естественно, тоже вспомогательное снаряжение. То же самое у нас характерно для Ледяного Взрыва, единственное, что здесь критический урон не нужен, но я думаю, что перчатки на критический шанс вы выбьете. А вот эти можете поставить те же самые, да, с вашего комплекта. Видим, что Фредгунда у нас тоже вспомогательная. Здесь у нас частично, но она на урон так прям сильно не влияет, поэтому я думаю, что вы уже в текущем сезоне выбьете нужное снаряжение с более-менее приемлемыми параметрами. Тем более видим, что благодаря вот этому мифику, да, он раздает атаку. И здесь мы даже критический шанс и критический урон уже Шини не выкручиваем. Мы делаем максимальную атаку. То же самое происходит и в команде с разъеданием. У нас второй комплект, отпала необходимость во втором комплекте. Здесь у нас все выкручивается в атаку. Естественно, у нас Филосия и Рейта тоже во вспомогательном снаряжении. Единственное, что он здесь увеличил ей чуть атаку, чтобы она лечила получше. На примере разъедания видим, Сетцидис у нас одевается максимально. Атака, крит урон, крит шанс. То есть вот один комплект нам ей нужен. Соответственно, руку мы будем уже выбивать вот такие вот сеты. То есть чтобы он не простаивал. Ну, в зависимости от того, как у вас получится. То же самое с Сакридеей. Видим, что вспомогательный эффект, здесь мы атаку ей побольше, правда здесь он сделал крит шанс, крит урон, частично, да, немножечко доба, но в топе обычно ставят максимально именно атаку. Хотя, наверное, неплохо будет, если Сакридея тоже будет наносить чуть побольше урона, и, соответственно, разъедание будет побольше. Так, ну Рейта понятно, и Филосия понятно. И четвертая команда, это у нас команда Неустрашимых, и она тоже здесь одевается так же, да, у нас главный урончик, это же Виньев. Ее мы максимально одеваем так же, как и остальных. Волк у нас вспомогательный, даже Настенка у нас вспомогательный теперь эффект, видим, что у нее ни атаки нету, ни крит шанса, ни крит урона. При этом это топовая команда из Неустрашимых, я имею в виду здесь у нас в рейтинге. Кульвида у нас тоже одевается в вспомогательное снаряжение и тем более ставится на разлом. Ну и Эстайон, соответственно, тоже. Поэтому видим, что нам здесь в основном всегда будет нужен один главный ДД, хорошо, супер хорошо одетый. То же самое у нас здесь справедливо и для континентального испытания. Первая неделя у нас закончилась, и видим, здесь у нас команда разъедания Сетцидис у нас одета лучше всех. Ну и, соответственно, все остальные по остаточному принципу можно, если будет, да, для Сакридеи, но это не принципиально. Главное, чтобы у нас главный уронщик. Если у вас не будет Сетцидис, если вы не будете ее собирать, то это будет, допустим, Шмыгли. И главное, чтобы ее одеть максимально хорошо, а остальных уже в течение сезона мы оденем. Это гораздо важнее, мне кажется, чем разбивать на 2 комплекта, и в итоге у нас будет и Сетцидис плохо, либо Шмыгли одета, и Сакридея, то есть, ну, лучше один комплект, мне кажется. И здесь у нас горение еще доминирует, и в лице одного Дурема, который наносит основной урон. Я вам показал основные эффекты мифические для ДД, да, но у нас здесь есть еще и эффекты вспомогательные.
Ну и кому интересно, давайте я их тоже озвучу. Вот этот я уже показывал, это для тех, кто через просвещенность играет, им станет жить легче, потому что они будут добирать еще и много-много защиты. И плюс ко всему еще и дополнительную атаку. Есть у нас еще вот такой эффект, если в начале боя точность носителя самая высокая среди союзников, его точность повышается на 10%, и бонус также распространяется на всех остальных союзников. Интересный эффект, очень, кстати, интересный эффект, когда нам не придется собирать всем, допустим, точность, когда это надо будет. Было бы неплохо, если бы на сопротивление было такое же. Но, по-моему, здесь такого нет. И есть еще вот такой приговор звезд. Если ОЗ носителя падает ниже 40%, он восстанавливает себе 25% максимум очков здоровья, эффект срабатывает не чаще одного раза в 20 секунд. Ну, такой специфический эффект, возможно, что для арены для какой-нибудь подойдет, а может быть и нет. Также у нас доступен вот этот императорская клятва, которую мы уже знаем. Когда владелец успешно вызывает эффект контроля, если на цель уже действует негативный эффект, снижает готовность абсолютного навыка этой цели на 10%. Любая цель может быть поражена раз в 10 секунд, и этот эффект у нас использовался на арене. Также вот этот слеза Маннелиссе мы тоже знаем. Это у нас неуязвимость, да? Раз в 2 минуты она срабатывает. Это что касается верхов. Есть у нас еще и низа. Низа тоже много эффектов у нас. Очень много эффектов. Вообще в этом сезоне очень много эффектов вспомогательных, да и таких вот тоже. Вспомогательный эффект вот этот я вам показал на увеличение урона соседних союзников и носителя. Затем у нас есть вот такой эффект, который я только что в Китае вам показывал. В начале боя носитель передает 15% своей атаки и 15% защиты до 2 соседних союзников в том же ряду. То есть слева-справа мы кого-то поставим рядом, и они получат от носителя 15% атаки и защиты. Сильные эффекты используются здесь постоянно. Вот такой эффект, который у нас в 4 сезоне был, при получении урона защита носителя получает постоянное усиление на 1%, максимум 20 раз. Подождите, я такого не помню. При достижении максимума уровня дополнительно получает 5% уменьшения урона. Нет, такое я не помню. То есть увеличивается защита на 20% и еще снижение урона на 5%. Сильный эффект, когда нам нужна живучесть. А вот этот точно у нас был. Каждый раз при наложении ослабления носитель дополнительно увеличивает получаемый целью урон на 5% на 10 секунд. Складывается до 2 раз. Это мы будем использовать постоянно. Есть еще вот такой эффект, мы его знаем по 4 сезону. В начале боя повышает собственную просвещенность на 20%. Союзники на соседних клетках получают уменьшение урона, равное 0,01% от значения просвещенности носителя. То есть, допустим, у нас 500 просвещенности будет, это у нас будет 5% снижения урона. Ну, на самом деле неплохо. И вот такой вот эффект на сопротивление. В начале боя повышает собственное сопротивление на 20%. Если на союзника будет наложен контроль, носитель с 35% шансом принимает эффект на себя. Это мы будем использовать редко, но будем. И вот такой вот эффект, который мы будем использовать постоянно. Когда владелец дает кому-то щит, цель дополнительно наносит на 12% больше урона в течение 10 секунд. В общем, эффектов на увеличение урона для команды у нас здесь очень много. Прям есть где разгуляться. Поэтому команда будет превращена, да, в такой наборчик для усиления конкретного одного ДД. И давайте посмотрим, какие вещи положил в чемодан я, с учетом того, что я вам рассказал до этого. К сожалению, в этом сезоне у нас информация про изменение бесконечного сундука, насколько я помню, поступила нам поздно. И я уже выковал вот эту вещь, и если бы я знал, я выбрал бы другой эффект. Но, к сожалению, я выбрал вот этот эффект на 20%. Он не такой сильный, как 25% увеличения урона, который у нас будет в 6 сезоне. Ну и, соответственно, выбора у меня уже нету, и мне придется ложить именно ее. Если у вас еще есть возможность выковать что-то, да, в кузнице, то не выбирайте этот эффект, выбирайте, например, вот этот эффект. Тогда вы сможете в 6 сезоне выбрать другой эффект, который посильнее. Ну а я положил вот эту, потому что, как я уже сказал, да, допустил ошибку. Вторая вещь у меня вот такая. Тоже, к сожалению, не то чтобы я ошибся, у меня просто нету выбора, потому что у меня со снаряжением полнейший бардак. И ничего лучше я выбить не смог, даже с учетом того, что выбивал, старался очень-очень много вещей. Но это лучшее, что у меня нашлось. Этого эффекта не будет в 6 сезоне, я выберу, соответственно, новый эффект. Также я положил вот такой нагрудник. Вы не представляете, я потратил 187 сундуков выбора снаряжения, и я еще потратил 100 билетов на режим испытания в подземелье. И мне ничего лучше, чем вот этот нагрудник, не упало. Я все слил в вампира, мне ничего лучше не упало. К сожалению, поэтому я оставляю этот эффект здесь, вот с такой корявой вещью, ну, что поделать. Я очень невезучий в плане снаряжения, я думаю, что я не один такой. В общем, я ставлю вот этот. И я выберу в следующем сезоне новый эффект, потому что этого тоже там не будет. В этом слоте у меня перчатка, но я не буду ее ставить, я ее давно просто положил и еще не менял. К сожалению, опять же, у меня для оружия здесь нету хорошего снаряжения.
И я буду ставить... я хотел поставить вот это, да, но это у меня с 3-го сезона, и я его передать не смогу. Я здесь растерялся на самом деле, потому что у меня здесь, вы посмотрите, ничего хорошего у меня здесь нету. У меня здесь какой-то полный кошмар. Единственное, что, ну, вот это вот более-менее. Более-менее. Здесь у меня 3 характеристики, да, прокачаны, нужные. Плюс ко всему есть еще отдельно крит урон, то есть потом закалкой я смогу это все улучшить. Ну и главное, что крит шанс на плюс 2, его собрать до 100% довольно-таки сложно. Ну и вот так вот, у меня здесь снаряжения вообще никакого хорошего нету. Единственное, что есть не мифическое, а плюс снаряжение, по-моему, на плюс 4 у меня здесь сделано, где-то было. Нет, нету, то есть у меня ничего нету, что положить я могу. Поэтому я ложу вот эту вещь, ну пускай будет. А что поделать, что поделать. У меня будет вот такая вот вещь. Я попробую еще до конца сезона пофармить гарпию, но если ничего не выйдет, скорее всего у меня ничего не выйдет, то оставлю вот это. И получается у меня полный комплект, единственное, что с плохими перчатками, но надеюсь, что я смогу их заменить в следующем сезоне. А на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.